За поддержку канала, а также его ежемесячное спонсирование спасибо его 4 спонсорам: Ананасику, Антону Соколову, Зороджеру и Шаману. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Продолжаю крайне интересную, по крайней мере для меня, тему, как то или иное философское учение и религия создает крутых персонажей. В прошлый раз мы разбирали буддизм на примере Будды из повести о конце света и Доума из Клинка, как проявление инь-янь. Данный ролик строится по той же схеме, но с другими персонажами: Шива, та же повесть, и Сукуна, магическая битва. Приятного тебе просмотра. И начать стоит с понятия шиваизма. Во-первых, это одна из древнейших, если не древнейшая религия. Время ее возникновения более 7000 лет до нашей эры. Шиваизм – одно из основных направлений индуизма и традиция почитания Шивы. Он широко практикуется по всей Индии и за ее пределами. Шива олицетворяет собой космическое создание, статичное мужское начало вселенной, оппозиционное динамичному женскому началу в виде материального мира. До имени Шива этот бог воплощался в виде другого божественного образа – Рудры. Эта форма Шивы была связана и отвечала за смерть, охоту, грозу, ветер, бурю и исцеление. В дальнейшем же сама форма стала лишь эпитетом и синонимом к основному общепринятому образу Шивы. Что примечательно, в повести о конце света это обыграно достаточно интересно. Там Рудра и Шива — это два лучших друга, а не разные вариации одного персонажа. Это также можно рассматривать как проявление единой концепции бога, где Рудра желал зайти на вершину, но главой индийского пантеона стал Шива. Грубо говоря, все канонично, но с небольшим дополнением в виде не одного целостного персонажа, а двух как единого целого. Но вернемся к реальности. По шиваизму Шива объединился с Творцом Брахмой и поддержателем Вишну в Верховную Триаду в качестве созидательного начала вселенной. Эти персонажи также были как в манге, так и в аниме, но в качестве оппонентов, и здесь, пожалуй, единственное различие, ибо Шива с ними не объединился, чтобы стать единой концепцией. В то же время в некоторых традициях Индии, как, например, кашмирский шиваизм, Шива является абсолютным божеством, выполняющим функции созидания и разрушения, то есть абсолюта, как произошло в манге. Кстати, по функционалу взгляните на 5 божественных ролей Шивы. Это создание, поддержка, растворение, сокрытие и дарование благодати. Но основной акцент стоит сделать все-таки на главной роли Шивы – разрушении. Ибо он бог разрушения. Сам деструктив можно интерпретировать по-разному. В религиозном плане разрушение символизируется с подведением черты, то есть когда наш мир наберет весь опыт, достигнет потолка и процесс этой жизни должен быть завершен, Шива разрушит его, чтобы тот возродился заново. Все сказанное отлично сочетается с Шивой из Рагнарёка, ибо образ написан канонично и достаточно хорошо, ведь у него свое понимание Рагнарёка, которое диктует шиваизм. Я попробую рассказать вам интересные факты о нем, помимо единства Рудры и Шивы. Начнем с танца Шивы, который он танцевал как в начале истории, так и в конце. Танец, исполняемый Шивой, согласно индуистской мифологии, это энергичный танец, который является источником цикла создания, охранения, разрушения и поддерживает ритм процесса творения. В разные временные отрезки это четко демонстрируется, именно поэтому мы видим Шиву танцующим в начале истории, он создает, в середине он охраняет, и в конце, уже в сражении с Райдзином, он разрушает. Это имеет опять-таки каноничное и философское значение. Огненная же форма Шивы отсылает нас к функции разрушения в его чистом виде, о котором я уже говорил, и пеплу Бхасма или Випхути, отличительной черте шиваизма, доступного всем школам. Это пепел от разных обрядов, проводимых с применением огня. Самым почитаемым считается пепел шаманов. Его нанесение на тело, лоб, грудь, шею или руки означает отречение от мира и конечность бытия в мире Майи. В данном случае к пеплу нас отсылает огненная форма Шивы. Полностью объяснить вам весь шиваизм за 10 минут я, конечно же, не смогу, но основные тейки из услышанной информации, я думаю, для вас уже ясны, и вы ясно видите отличия и схожести. Но при чем тут Сукуна? Посудите сами. Четырехрукий бог разрушения из другой эпохи. Именно Шива был тем, с кого описали Сукуну. Бог разрушения в данном случае король проклятий с его техником бойни, которая также разрушает живые и неживые объекты, что мы и узнали из сражения с Махарагой. Также эта ключевая роль разрушения здесь выступает против понятия Шивы подвести черту, указывая на именно деструктивность Сукуны, что он разрушение в прямом понимании этого слова. Однако есть небольшой нюанс. Возникает он из-за неизвестности предыстории Сукуны, ибо у персонажа может быть извращенная
извращенное понимание разрушения, что может быть связано с сутью Шивы, перерождение, а не просто разрушение. Быть может, Сукуна хочет не уничтожить мир, а переродить его, я об этом. Огненные техники. Хоть Сукуна и проклятие с техниками бойни, которые основываются на порезах, нам не зря продемонстрировали именно огонь, как одно из общих понятий и принципов шиваизма всех школ. Еще раз напоминаю про пепел. Полноценной огненной формы мы, конечно же, не увидим, но и сам Шива по мифологии ею не отличался, а лишь был связан с огнем, что прекрасно демонстрирует Сукуна. Но самым интересным и повторяющим шиваизм является единение с Вишну, поддержателем. В случае с магической битвой роль Вишну, а это если переводить проникающий во все бог, выполняет Кинджаку, проникший в тело Сугуру на данный момент. Как способности, так и написанная история намекает нам об этом, отсюда и такое же плотное сотрудничество Двуликого и Ушастого. Остается лишь бог Брахма или же бог творений. В магической битве это Тенген, который уже во власти Кинджаку. Иными словами, мы видим полное воплощение индуистской мифологии в магической битве. Там даже своя вариация Рудры есть, если что, которая хочет убить Шиву, в данном случае Сукуну, и также из того же поколения, что и он. Теперь напоминаю вам о легенде появления Тримурти, которую заигнорила повесть о конце света, сделав Шиву как абсолютного бога, а не частью одного из трех. Прототип Шивы, в данном случае Сукуна, бог разрушения, объединяется с Вишну или с Кинджаку, всеобъемлющим богом. Сливается с Брахмой, в магической битве его роль выполняет Тенген, ибо он и есть бог творений, и получается Тримурти, или же триада трех главных богов индийского пантеона. Только если в нем Тримурти выполняет роль создателя или же созидателя мира, то в магической битве его разрушителя. Это в очередной раз показывает двух одинаковых по своей идее персонажей – Шиву и Сукуну, рассказывает о их значении истории создания и также демонстрирует авторский подход в каждом аниме, в очередной раз утверждая концепцию инь-янь, как и было с буддизмом. В повести о конце света Шива был и оставался отдельным богом, лидером, у которого функция разрушения больше являлась перерождением, и в Тримурти он не объединился, показав своим танцем и огнем ассоциативные моменты, свойственные религии Шивы. В магической битве мы видим реверсивную версию. Сукуна был именно разрушением, злым Шивой в антитезу шиваизму, но следуя индуистской мифологии объединился и в обратную Тримурти, роль которой не создание, а разрушение. Отсюда и прообразы Тенген, Кинджаку и самого Четырехрукого. Мне нравится разбираться в религиозных учениях древности, а также мифологии тех или иных стран. Поэтому, если у тебя есть по-настоящему интересная тема, которую ты бы хотел раскрыть или предложить, напиши о ней в комментарии. Также рекомендую подписаться на канал. У меня ты найдешь много философских роликов, психологических разборов персонажей, немного специфичного юмора и все это с обильным количеством аниме. Также не забывай про ВК и Telegram, куда я выкладываю дополнительную информацию. Спасибо и увидимся в следующем ролике. Чумба. А за подписку на Бусти и за активное участие в жизни канала спасибо Чумбам Шейхам, ники которых прямо сейчас вы видите на экране. Пока.